Всем привет! Сегодня я приготовлю самое вкусное оливье, которое может быть на вашем столе. А для того, чтобы оливье получилось по-настоящему вкусным, берем не колбасу, а кусочек красивой телятины. Берем кусочек плотной фольги, кладем сюда нашу телятину, здесь 400 грамм, хорошенько солим наш кусочек, немного черного молотого перца и хорошенечко заворачиваем. Заворачиваем так, чтобы когда мясо будет пускать сок, чтобы оно не вытекало. Вот так вот делаем такую как бы емкость. И для того, чтобы ничего не протекло, мы берем еще один кусочек фольги и еще раз также заворачиваем швом вверх. Кладем в емкость, которую можно поставить в духовку. Так как мясо будет запекаться в собственном соку, это намного вкуснее, чем мы бы его отварили. И большую часть своих вкусов она отдала бы в бульон. Для этого я мясо ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Теперь берем тазик для оливье. Оливье же готовится только в тазиках. Для вкусной и правильной пропорции я беру картофеля столько же, сколько по весу у нас мяса. Здесь где-то 450 грамм отварного картофеля. Режу вот на такие приблизительно кусочки, чуть меньше сантиметра. Теперь беру эти кусочки и пропускаю сквозь кубикорезку. Когда варю картофель, я чуть-чуть его не довариваю, чтобы его было хорошо резать на кусочки. Тогда он не рассыпается в кашу. Морковка в основном используется больше как для красоты, поэтому нарезаю ее более вот такими вот равномерными маленькими кубиками. Вот так вот здесь ее рассоединяю, чтобы потом меньше мять при перемешивании. И отправляю в тазик. Сюда же в эту суету нарезаю кубиками отварное яйцо. 4 штучки. Пока я режу второе яйцо, вы можете подписаться на канал и поставить лайк, за что огромное вам спасибо. Спустя 40 минут достаю мясо с духовки. Запах стоит обалденный. Вот посмотрите, почему намного удобнее мясо получается вкуснее в оливье, потому что оно варилось в собственном соку. Теперь мясо мы достаем и даем ему естественным способом остыть. А бульон, хоть его и немного, но я его не выкидываю. Солью в баночку, завтра буду варить суп, туда его добавлю. Мясо наше остыло, и теперь его нарезаем на маленькие ломтики. Вот такая вот перламутровая красивая телятина. Согласитесь, это намного вкуснее, чем с непонятной колбасой. На ломти нарезали. Теперь на полосочки. И на квадратики. Теперь высыпаю мясо сюда же в миску. После мяса высыпаю половину банки зеленого горошка. Огурцов берем 3-4 штучки. И желательно брать не маринованные, а такие бочковые. С ним получается намного вкуснее. И режем вот такими вот маленькими кубиками, как резали морковку. И высыпаем в оливьюху. Тазик наш почти готов. Ну и в самом конце добавляем майонез. Майонез берите обязательно хороший, не из дешевых, а то иначе можно все испортить. Теперь перемешиваем наш тазик. Когда перемешиваете, попробуйте на соль, потому что огурцы у всех разные. Если они соленые, подсолите. Получается нереально вкусное оливье, ни с какой колбасой оно не сравнится. А по цене получается то же самое. Перекладывайте в красивую тарелку и ставите на стол. Можно использовать такие вот порционные кольца. Вот так это получается. Если есть зелень, можно приукрасить зеленью. Также для быстрой закуски можем использовать тарталетки. Накладываем соковлазит и подаем на стол. Вот так вот легко и просто у нас получилось обалденно вкусное оливье. Хоть в тарталетках на закуску, хоть порционно каждому, хоть в тазике, как обычно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.